Привет, друзья! Сейчас послеобеденные новости Германии и Европы. В Берлине канцлер Фридрих Мерц вместе с лидерами ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии СДПГ неожиданно вышли на общее решение сразу по трем чувствительным темам. Это пенсии, автомобили с двигателями внутреннего сгорания и строительство жилья. А в Баварии с декабря 2025 года запускает использование искусственного интеллекта в школах. Новый чат-бот Телли, полностью контролируемый учителями, становится одним из самых обсуждаемых проектов немецкого образования. Но экономическая часть тоже приносит свои сюрпризы. Восточная Германия показывает первые признаки улучшения. По данным института ИФА, индекс деловой активности растет, настроение в промышленности и услугах становятся осторожно позитивными. А дальше глава партии «Альтернатива для Германии» АФД Алис Вайдель представила свой план для Германии. План включает 12 пунктов с предложениями по энергетике, налогам, социальной политике и миграции. Предложение обсуждается в экспертной среде Германии и Европы. И это еще не все. Европейский Союз тоже готовит перемены. Новые правила позволят жителям ЕС снимать наличные прямо в супермаркетах без покупок. Такой себе банкомат под рукой. И, наконец, новая новость в промышленности Германии. Компания Rheinmetall временно отказалась от идеи взять под контроль один из заводов Volkswagen. Дальнейшие шаги пока не определены. Про все эти последние события коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, канцлер Фридрих Мерц и лидеры коалиции ХДС, ХСС и СДПГ достигли принципиальной договоренности по трем важным вопросам. Пенсии, автомобили с двигателями внутреннего сгорания и строительству жилья. По пенсиям обещан сохраненный уровень выплат до 2031 года. Министр финансов и министр труда подчеркнули, что государство усилит свою поддержку частных пенсионных накоплений и создаст условия для долгосрочной стабильной системы. Автопром остается зоной компромиссов. Фракции согласовали, что полный отказ от бензиновых и дизельных двигателей с 2035 года пока отменяется. Министр экономики заявил, мы будем отстаивать в Европейском Союзе право на высокоэффективные двигатели внутреннего сгорания и гибриды, одновременно стимулируя развитие электромобилей. Строительство жилья тоже ускорят, новые правила позволят быстрее выдавать разрешения, упрощают бюрократию, особенно в райцентрах с дефицитом квартир. Мэр Берлина отметил, что это поможет решить давнюю проблему нехватки жилья. Следующая новость, одна из самых важных для Германии. С декабря 2025 года в школах Баварии стартует использование искусственного интеллекта в обучении. Теперь ученики и учителя получат доступ к новым цифровым инструментам, которые сделают обучение более современным и интерактивным. Одним из главных нововведений станет школьный чат-бот Телли. Он поможет детям выполнять задания, давать подсказки и научить использовать технологии безопасно и эффективно. Учителя же смогут создавать с помощью искусственного интеллекта учебные материалы, такие как тексты, иллюстрации и аудио. При этом сохраняется полный контроль через специальное контрольное окно. Педагог видит, кто и как использовал систему, чтобы обеспечить безопасное и возрастное применение. Министерство образования Баварии подчеркивает, технологии не заменят учителей, а станут их помощником. Нововведение рассчитано на все типы школ и возрастные группы. Таким образом, Бавария делает серьезный шаг к цифровому образованию. Ученики осваивают современные навыки, учителя получают поддержку в подготовке уроков, а школьное обучение становится гибким. Следующая новость связана с обсуждением экономики Германии. Восточная Германия демонстрирует первые признаки улучшения экономического настроения. По данным института ИФА, в ноябре 2025 года индекс делового климата региональной экономики вырос с 89,3 до 90 пунктов. В промышленности компании стали оценивать свою текущую ситуацию лучше, чем месяц назад, и чуть более оптимистично смотрят в будущее. Также в секторе услуг рост настроения заметен, и текущие дела и ожидания пошли вверх. Однако, внимание, ситуация в торговле и строительстве остается непростой. В торговле, особенно в розничной, настроения ухудшились, оценки текущей ситуации и прогнозы на будущее стали менее пессимистичными. В строительной отрасли, хотя дела оцениваются чуть лучше, ожидания компании на ближайшие месяцы ухудшились.
Как итог, можно сказать, что восточная экономика Германии переживает осторожное оживление, промышленность и услуги дают надежду, но покупательская активность и строительный сектор пока не входят в фазу стабильного роста. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Алис Вайдель, глава фракции партии АфД «Альтернатива для Германии», представила свой план для Германии, включающий 12 пунктов. Среди них изменения в энергетике, поддержка атомной энергии, упрощение работы промышленности и производство автомобилей с традиционными двигателями. Также Вайдель предлагает снижение налогов, упрощение налоговой системы и поддержку семей. В социальной сфере план предусматривает выплаты в зависимости от условий, а также изменения в миграционной политике. Эксперты отмечают, часть предложений требует дальнейшего обсуждения и согласования с международными стандартами, особенно обсуждаются меры по энергетике и климату. Возвращение к атомной энергии и изменение экологических стандартов требуют также согласования с соседними странами и партнерами. В целом, план Вайделя – это попытка предложить какую-то альтернативу действующей политике, рассчитанной на поддержку части избирателей, недовольных текущей ситуацией. И это только начало. В Европейском суде готовятся изменить правила снятия наличных. Теперь можно будет спокойно снимать деньги прямо в супермаркете. При этом, внимание, не делать покупки. Раньше, чтобы получить наличные в кассе магазина, я вам рассказывал, приходилось обязательно оплачивать что-то. Согласно новым правилам, в супермаркетах и магазинах будут разрешать выдачу наличных, внимание, до 150 евро, даже если покупатель ничего не покупает. Это особенно важно для тех, кто живет в районах с редкой сетью банкоматов. Одновременно вводятся и меры усиленной защиты потребителей. При снятии наличных или оплате картой все комиссии и возможные расходы должны быть прозрачны и заранее отображаться, а при подозрении на мошенничество платежные сервисы обязаны будут возмещать потери. То есть нововведение направлено на то, чтобы сделать доступ к наличным деньгам проще и удобнее и одновременно защитить нас с вами, то есть людей, от скрытых платежей и мошенников. Для многих, особенно в сельской местности, где банкоматы исчезают, это может стать настоящим облегчением. Если правила все-таки официально примут, уже скоро поход в магазин может заменить посещение банкомата за покупкой и просто за наличными без лишних условий. А дальше еще есть важная новость. Сегодня стало ясно, компания Rheinmetall временно отказалась от идеи взять в свои руки завод Volkswagen в Оснабрюке. Руководство компании заявило, что на данный момент никаких переговоров с Volkswagen не ведется. Причина проста. У Rheinmetall сейчас достаточно собственных мощностей, чтобы выполнять существующие заказы. При этом завод в Оснабрюке, на котором работает, напомню, примерно 2300 сотрудников, остается в подвешенном состоянии. Вскоре там заканчивается выпуск текущих моделей, и искать дальнейшее применение площадки должны владельцы. Ранее Rheinmetall, напомню, оценивал возможность перепрофилирования завода для новых производственных задач. При благоприятных условиях площадка рассматривалась как потенциальный вариант. Но теперь стало уже ясно, что на данном этапе интерес к Оснабрюку приостановлен. Это означает, что пока нет окончательного плана, как будет использоваться сам завод. Сотрудники и жители города остаются в ожидании дальнейших решений. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.